Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь и на мой канал, здесь будет интересно. Информационное поле поистине огромно, и полностью разобраться в нем невозможно. Однако, возможно научиться отделять информацию, которая вредит, от информации, которая помогает. Но это тоже, конечно, не самая простая задача, но ее можно решить. И сегодня мы как раз поговорим о категории информации, которая вредит. Поговорим о так называемом менталитете. В разрезе, конечно же, и примере русского менталитета и той самой загадочной русской души. Понятие «менталитет» появилось давно, и столь же давно, на мой взгляд, оно наносит вред всем, кто верит в его существование и руководствуется им при принятии решений. Приведу для наглядности парочку определений. Итак, первое. Менталитет – это модель мира, присущая обыденному сознанию людей, принадлежащих одному этносу. Ну или вот другое определение. Национальный менталитет – это образ мышления, духовная настроенность, свойственная конкретной этнической общности. Ну и что же не так, спросите вы меня? А не так здесь ровно все. Начиная с того, что подобные определения полностью исключают фактор субъектности, то есть активности людей. Ведь изначально предполагается, что люди одинаково видят мир по этническому или национальному признаку. Если подумать, ведь это же полная ерунда, причем которая не соответствует реальности. Да, действительно, некоторые люди видят мир одинаково, но это происходит не по национальному признаку, а по признаку политической, социальной и экономической модели, которая им доступна. Чем больше человеку доступна информация и опыта разных моделей, тем его способы взаимодействия с собой и миром становятся разнообразнее, ну или хотя бы повышается вероятность этого. А если у человека нет доступа к образованию, расширению круга общения, получению нового опыта и исследовательской активности, то, разумеется, его видение мира будет стремиться к упрощению и поиску ответов по принципу «я такой, потому что я русский». Или, что еще хуже, они такие, потому что они, допустим, американцы. Идея менталитета нужна не чтобы что-то объяснять, а чтобы разделять людей, сеять ненависть и насилие. Так было всегда, но особенно это актуально сейчас, как вы видите. Поскольку у большинства людей нет опыта общения с иностранцами, как и навыка работы с информацией, то легко поверить, подчеркну, поверить, что, например, русские и американцы чем-то существенно отличаются. Но нет, не отличаются. Как русские, так и американцы могут быть похожими и разными, но не по национальному признаку, а по доступу к опыту и информации. Я специально не буду упрощать вам вашу задачу, поищите сами примеры того, как и к чему относятся американцы, в зависимости от штата, в котором они живут, или от политической партии, за которую голосуют. Увидев это, многие из вас, я думаю, немало удивятся, когда обнаружат, что, во-первых, американцы между собой могут очень сильно отличаться, впрочем, как и мы. Во-вторых, что между ними и нами вообще нет разницы по национальному признаку. Все, что есть у них, есть и у нас. Национальность и этническая принадлежность здесь значения вообще не имеют. И еще одним фактором, подтверждающим это, является простой факт, что психика, а это просто часть тела, как вот рука, например, или нога, является видовой характеристикой, то есть она одинаково устроена и функционирует у всех людей. Услышьте меня, у всех людей. А подводя итог, отмечу, что менталитет – понятие ложное и вредное, призванное разделять по национальному или какому бы то ни было еще признаку и упрощать объяснение, сводя все к неким факторам, которые все равно невозможно изменить. Это ведет, во-первых, к пассивности, во-вторых, к ненависти и насилию по отношению к тем, у кого некий другой менталитет.
Нет никакой загадочной русской души и нет никакого российского, как и любого другого менталитета. Ключом к формированию картины мира является не этнос и не национальность, а доступ к информации и умение с ней работать, в сочетании с возможностью общаться с людьми из других стран. И вот оказалось бы, в 21 веке таких проблем уже и быть-то не должно, но они искусственно сохраняются и даже культивируются, причем отнюдь не только в авторитарных диктатурах, но и вполне в устойчивых демократиях тоже. Да, это объективный факт, что мы люди разные из-за разных возможностей доступа к опыту информации, и это правда. Но также правда и то, что мы люди одинаковые, и именно потому, что мы являемся людьми. Верить в менталитет – это все равно, как верить, что у американцев, русских или немцев разная по качеству кровь. Подобные заблуждения всегда вели и ведут лишь к одному – к насилию. Я призываю прекратить верить в мифы и конспирологию про некие особые пути, национальные миссии и менталитеты, а перейти к объединению и получению опыта через общение друг с другом. И на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. И я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный и успешный опыт работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!